Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем вязание. Итак, с этого ряда мы формируем чешуйки. Первое, для того, чтобы животик был ровный, мы будем начинать ряд и заканчивать ряд половинками чешуек. Ну а животик уже будем вязать, просто чередовать столбиками с накидом и без накида. Итак, 37 ряд. В следующую петлю мы делаем 3 столбика с одним накидом. Вяжем 1 в эту же петелечку, 2 и в эту же петелечку, 3. Половинка чешуи сформирована. Дальше 2 петли пропускаем в третью, столбик без накида. Делаем накид, 2 петли пропускаем, 1, 2, в третью делаем 5 столбиков с одним накидом. Это будет полноценная чешуйка. 1 в эту же петелечку, 2, 3, 4, 5. Провязали. Снова 2 петли пропускаем в следующую, столбик без накида. Накид делаем, 2 пропускаем, 1, 2, в третью 5 столбиков с одним накидом. 1 в эту же петелечку, 2 в эту же, 3, 4, 5. Снова 1, 2 пропускаем, в следующую столбик без накида. Снова делаем накид, 1, 2 пропускаем, в следующую вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 пропускаем, столбик без накида. И вот уже мы почти подошли к вот этой к началу ряда, поэтому я сейчас сделаю через 2 петелечки, вот 1, 2, и в следующую я сделаю только 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. А остальные петелечки это будет уже животик. Итак, беру ниточку вот эту бежевого цвета, присоединяю. Это будет животик. Так, ниточку я эту буду присоединять. Вот эти беру 2 последние петелечки. Эту спускаю и провязываю вот сюда. Так, подтягиваем.
Вот эту коричневую ниточку я буду сейчас ввязывать для того, чтобы потом через ряд ей будем начинать. Так. И теперь вяжу животик, так как здесь мы закончили столбиками с накидом. По животику первый ряд будет столбики с накидом. Итак, вяжем. Хвостик я вяжу тоже вот этот в следующую петелечку. Вот здесь у нас провязано. Следующую. Один. Подтянем коричневую и вот эту. И коричневую вот сюда ввязываю. Так, это чтобы не было протяжек. Один провязали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Этот хвостик уже туда. А коричневую я продолжаю вязывать. 8. 9. И 10. То есть животик у нас получается на 10 петель. И получается 1, 2, 3 полных чешуйки и 2 половинки. Вот здесь до и после животика. Итак, теперь то же самое, чтобы вот здесь края были ровные, я вот эти последние петелечки, петелечку вот эта, которая вытянута, я ее провязываю тем цветом, которым будет следующий ряд вязаться. То есть сейчас я петелечку эту вытяну, беру молочный цвет, ниточку, так, и присоединяю ее точно так же. Это пока начало ряда тут. Один. Вот эти петелечки, эту я вытяну, а молочную вместо нее присоединю. Вот так. Следующий ряд у нас начинается со столбика без накида. То есть мы теперь вот эти промежутки будем вязать по 5 столбиков с накидом, а вершинки вот эти мы будем вязать 1 столбик без накида. Поэтому вот присоединила и смотрим следующая, которая у нас была самый первый столбик с накидом. Мы сюда вяжем столбик без накида, и все ниточки вот эти я закрепляю. Провязали столбик без накида. Дальше эти ниточки я отодвигаю, они мне уже не нужны. Все закреплено хорошо.
только хвостик этот вяжу первый раз. И вот то же самое, все повторяется. 2 петелечки, 1, 2 пропускаем, и вот получается сюда мы вяжем 5 столбиков с накидом, с одним накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4 и сюда же 5. Дальше 1, 2 пропускаем, и вот получается в вершинку мы делаем столбик без накида. Снова 2 пропускаем, 1, 2, и вот следующее, где у нас был столбик без накида в предыдущем ряду, сюда мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 1, 2 пропускаем. Вот в третью, это вершинка, столбик без накида. 1, 2 пропускаем, и вот сюда в самый низ 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 1, 2 пропустили, столбик без накида. То есть мы все время чередуем. Вот такие чешуйки получаются. Чередуем через каждые 2 петелечки, это либо 5 столбиков с накидом, либо 1 без накида. Вот сделали. Снова делаем. Вот у нас 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И получается, заканчиваем ряд. Вот 1, 2, и в третью мы делаем 1 столбик без накида. Вот сюда, в эту петелечку, в последнюю, я делаю не просто вот под нее, чтобы не было дырочки вот такой. Я захватываю вот здесь, вот под этой ниточкой, петелечка. Вот. И сейчас должен быть столбик без накида закончен, но я его заканчиваю не вот этой молочной ниточкой, а ниточкой цвета животика. Вот, то есть я беру вот эту ниточку, животик, и ее сюда продеваю. Вот так подтягиваю. Вот она. И ее буду ввязывать сюда вместе с вот этой молочной. Молочную подтянем. Так как мы закончили этот ряд столбиком без накида, то и следующий ряд по животику будет столбиками без накида.
Итак, вяжем. Вот у нас первая петелечка. 1, ввязываю молочную и вот эту ниточку. 2, 3, 4, 5. Вот так получается аккуратненько. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот 10. И я его буду заканчивать не вот этой ниточкой животика. Сейчас, кстати, маркер уберем. Он нам уже не нужен. Так, это вообще нам пока не нужна ниточка. Так, вот 3 цвета мы пока используем. Следующий ряд будет темно-коричневый, поэтому я заканчиваю вот этот столбик темно-коричневой ниточкой. Вот так вот. Вот так внутри получается. И следующий ряд, вот он у нас будет начинаться уже со столбиками с накидом, так как вот эта ячеечка, впадина идет. И вязать я буду коричневой ниточкой. Всегда первый столбик после животика с накидом, без накида, неважно, я закрепляю вот эти ниточки первым стежком, столбиком. Итак, делаем накид. И сюда первый у нас будет половинка, то есть мы делаем 3 столбика без накида. 1, так как это начало ряда. 2, 3. Вот такая чешуйка получается. Следующий снова 1, 2 пропускаем. Вот третья вершина, третий столбик вершинка, столбик без накида. Снова 1, 2 пропускаем в следующую петелечку, 5 столбиков с одним накидом. 1, сюда же 2, 3, 4, 5 провязали. Снова 1, 2 пропускаем в третий столбик без накида. Снова 1, 2 пропускаем в третий, во впадинку делаем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 1, 2 пропускаем в третью без накида столбик. Снова 1, 2 пропускаем. Сюда 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 пропускаем
следующий без накида. И вот мы подошли к животику. Вяжем сюда под эту петелечку, опять же не просто под петелечку я вяжу, а вот сюда. Сейчас постараюсь показать на камеру. Вот не просто под петелечку, а вот сюда. Итак, вяжем половинку чешуйки, 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и третий. Вот, когда остается 2 петелечки, я провязываю, заканчиваю этот столбик вот этой ниточкой. Животик будем вязать. Сюда провязала, подтянем, чтобы животик не был стянут. Вот. И теперь провязываю столбиками с одним накидом. Вот первую петелечку эту не забываем. Один. Вот, подтяну коричневую немного. Вот и ввязываю вот эту ниточку, которую протянули, и коричневую, чтобы удобно было потом начинать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Тоже вот 2 петелечки остаются. Следующий ряд будет, так, это ниточка убираем, не нужна. Вот следующий ряд молочный будет, поэтому я беру и петелечку вытягиваю молочного цвета. Притягиваем вот сюда. Дальше начинаем столбик, начинаем ряд с столбика без накида, так как вот вершина вот этой вот чешуйки, половинки, а следующие у нас будут уже прибавки, столбики с накидом. Поэтому сюда, вот в эту первую петелечку, я вяжу столбик без накида. Закрепляю вот эти ниточки. Провязала эти все ниточки в сторону. И здесь во впадинку вяжем уже 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И
вот так получается. Снова 1-2 пропускаем, в третью столбик без накида. Снова 1-2 пропускаем, и сюда у нас идет 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Снова 1-2 пропустили. Столбик без накида. И вот так вот получается. Провязываем еще 5 столбиков с накидом, 1 без накида, 5 с накидом, и встретимся вот здесь, возле животика. Вот, провязала. И последний у нас 1-2 перед животиком. Это у нас будет столбик без накида. Вот снова я сюда его вниз. И петелечку вот эту последнюю, то есть закрываю я этот столбик ниточкой, которой мы вяжем животик. Вот, ее вытянула. Благодаря этому получается вот здесь вот такая ровненькая линия без перепадов. Вот. И следующий ряд животика у нас будут столбики без накида. То есть как мы заканчиваем, так мы и вяжем животик. Так, вяжем. Сейчас подтяну молочную. Вот под первую петелечку. 1, 2, 3, 4. То есть вот все ввязано. 4. Без протяжек, и наполнять будет удобно, и все очень аккуратненько. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Снова заканчиваю, закрываю я этот столбик. Следующий ряд будет коричневый, поэтому я закрываю его коричневой. Вот так. Это закрываем мы 10 столбик животика. А следующее вот у нас со впадинки начинается, поэтому мы сюда будем вязать 3 столбика с одним накидом. Вот сюда, в первую петелечку, там где в прошлом ряду у нас был столбик без накида. 1. Все, ниточки я закрепила, их сразу убираю, чтобы не было тут всяких уплотнений, узелков. Сразу отодвинула и дальше вяжу. Второй это столбик. И третий. И продолжаем снова. Через каждые 2 петелечки мы вяжем либо столбик без накида в вершину, либо во впадинку вяжем 5 столбиков с одним накидом. Начинаем и заканчиваем мы ряды по 3 столбиками с накидом. И тогда мы провязываем и животик столбиками с накидом. Либо заканчиваем столбиками без накида, и тогда мы провязываем столбиками без накида. Я надеюсь, что принцип
понятен, вот этих переходов. Да, и последние петелечки. То есть вы, в принципе, можете делать как удобно, но когда делаем именно так, то есть закрываем столбики ниточкой со следующим цветом, ну, выглядит, как по мне, аккуратнее. Вот, провязываем сейчас, чередуя, я чередую коричневый и молочный цвет. Когда я провяжу, встретимся и будем продолжать вязать уже 3 цветами. Пока вот эту часть я делаю вот здесь без корректировки по животику, то есть ни убавок, ни прибавок, просто вот этот раппорт повторяем, пока провяжете на нужную вам высоту. Итак, провяжу и встретимся. Я провязала 5 коричневых рядов, темно-коричневых, именно чешуйки. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала животик. И теперь коричневая ниточка нам уже будет не нужна. Ее я обрезаю, оставляю хвостик. Так. Также, да, ниточки, они периодически запутываются, их просто распутываем. И теперь присоединяем вот этот такой светло-коричневый цвет, который мы начинали вязать хвостик. Так, присоединяю. Тоже, как обычно, вот 2 петелечки у меня 10 столбика. Я закрываю его. И провязываю дальше. То же самое. Здесь начинаем столбик без накида. Вот в первую петелечку. Сейчас этот подтягиваем. И продолжаем вязать точно так же, чередуя вот этот светло-коричневый и молочный. Так я провязываю еще, сейчас покажу, вот, то есть у меня сейчас будет молочный, светло-коричневый, молочный и светло-коричневый. Затем присоединю белую ниточку. Поэтому провязываем сейчас точно так же. Вот эти ниточки я закрепила, их сюда убираю. И 5 столбиков с накидом делаем вот сюда. Один. Два. Три. Четыре. Сюда же. 5. Столбик без накида. Вот, и уже у нас получаются такие светлые чешуйки. Ниточку подтягиваем, чтобы не было больших отверстий. Вот здесь, когда особенно первая вот эта петелечка. Вот, чтобы ниточки были хорошо подтянуты. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Раз, два. Столбик без накида. И в общем провязываем все точно так же, только светло-коричневый и молочный. Провязываем вот этот ряд, молочный ряд и снова светло-коричневый ряд. И когда провяжем, встретимся.
Да, и еще вот хотела показать, это уже у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Если у вас уже немножко полотно начало сдвигаться в правую сторону, так как мы вяжем по спирали, вот, то здесь я делаю вот так. Здесь мы заканчиваем ряд столбиком без накида. Вот, присоединяю вот эту ниточку. Вот так. Чтобы здесь ничего не было затянуто. И просто вот эту первую петелечку я не провязываю, пропускаю, а со второй уже вяжу. 1, 2, 3. Сейчас прикрою окно, что-то очень шумно. Продолжаем. 3 провязала. 4, 5, 6, 7, 8, вот 9. И сюда просто провязываю еще одну 10-ю. И таким образом полотно будет выравниваться. Так я делаю, в принципе, не привязываюсь к количеству рядов по высоте, просто визуально. Когда видите, что уже уходит немного вправо, тогда делаете вот такую вот прибавочку. Итак, продолжаем еще молочный и светло-коричневый ряд. Вот я провязала еще 3 ряда, кофейный, молочный и кофейный. И вот на животике последний 10-й столбик не закрытый. Сейчас присоединяю белую ниточку. То есть снова беру белую ниточку, сюда протягиваем и первым столбиком закрепляем все ниточки. Итак, здесь у нас получается вот это вот впадинка, поэтому сюда будет у нас 3 столбика с одним накидом. Вот сейчас подтяну. 1. Теперь эти все ниточки в сторону, а хвостик продолжаю закреплять. 2. И 3. И дальше продолжаем снова через 2 петелечки столбик, еще через 2 петелечки снова 5 столбиков с одним накидом. И в общем так и продолжаем по нашему рисунку вязать еще, сейчас скажу сколько рядов. 4, 5, 2. Я, получается, сделаю еще через несколько рядов, сделаю уже прибавки по животику, чтобы форму змеи немного расширить. Итак, всего нужно провязать 4 кофейных ряда. Еще хотела показать момент, когда мы уже вяжем 4 цветами, то вот здесь, где мы делаем первый стежок, одна ниточка, которая вот ниже всего, она как бы отделяется. Поэтому вот этим первым стежком, столбиком вернее, когда мы закрепляем, неважно это с накидом, без накида, вот, то есть не нужно тянуть вот эту нижнюю ниточку, оно вот само выкладывается. Надеюсь, видно.
То есть вот эту нижнюю, ее можно сюда не закреплять. Вот оно прям видно. Поэтому мы закрепляем вот эти только 2 верхние. А вот эта внизу, она и так уже закреплена в прошлом ряду. Вот. Ну, это если удобно. Можно, в принципе, и ее тоже подтягивать. Это не принципиально. Просто бывает такое, что ее туда подтянуть неудобно, чтобы закрепить. Поэтому можно только вот эти 2 ниточки. Вы просто, когда будете вязать, вы увидите, что у вас на пальчике оно вот так вот разделяется. То есть будет понятно. Бывает такое, что все вместе они. То есть это не принципиально. Это просто такой момент решила вам показать, чтобы здесь не было уплотнений сильных. Продолжаем. Вот я провязала 1, 2, 3, всего 4 кофейных ряда. Вот подхожу к животику. Здесь заканчиваю я столбиком без накида. 2 петелечки по животику. Ниточку, столбик закрываем. И теперь в этом ряду я делаю прибавки для того, чтобы расширить форму туловища. Итак, у меня 10 петелечек всего по животику, поэтому я вяжу столбики без накида у меня. 1 столбик без накида, прибавка. Так. Дальше 1 столбик без накида, снова прибавка. Дальше 2 столбика без накида, 1, 2, и повторяем прибавка 1 столбик без накида 2 раза. Первая прибавка, один столбик, вторая прибавка и снова 1 столбик, который не довязывая, и закрываю его белой ниточкой. Все, теперь тело будет немного расширено. Вот так получается. И продолжаем вязать. То есть по чешуйкам у нас ничего не изменилось, а по животику у нас получается 14 петелечек будем провязывать. Вот такие чешуйки получаются. Я это видео уже завершу на этом этапе, чтобы побыстрее его опубликовать. Ну а уже когда провяжу, уже в следующем видео тогда покажу, как выглядит. Хотя вот в готовом виде, в принципе, видно, будет выглядеть вот так. По мере вязания змею наполняйте холофайбером, ну, либо если у вас есть там длинная спица, может деревянная там или еще, можно в принципе потом, но лучше, наверное, сразу. Вот внутри вот так все аккуратненько, без протяжек, то есть при заполнении ничего не будет цепляться. Вот, ну и рисунок, напомню еще раз, у меня идет кофейный, белый, молочный, кофейный, белый, молочный. И так я буду вязать, ну, в принципе, такую же длину, как и этот змей Тихон. Сейчас я вам скажу, сколько всего по кофейным посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 кофейных всего.
и затем будет белый, и молочным я закончу. Вот, в принципе, такую длину я и буду вязать. Вы же делайте, как вам больше нравится. Это дело такое. Вот. Встретимся в следующем видео. Я очень благодарна вам за поддержку. Мне так приятно, столько комментариев. Вообще, меня очень вдохновляете и поддерживаете. Благодарю вас. И до встречи. В следующем видео уже будем вязать голову. Пока-пока. Всем вдохновения и удачи. До встречи.